Всем привет! Вы на канале Мега Гигавольт. В этом видео мы будем собирать шпионский радиомикрофон «Жучок» в корпусе из-под обычного блока питания. Я буду использовать готовые электронные модули, которые можно легко приобрести на сайте AliExpress или других популярных китайских интернет-магазинов. Все ссылки будут под видео. Вот этот блок питания будет использоваться в качестве корпуса. Также он будет служить для маскировки нашего шпионского жучка. Блок питания имеет разъем micro-USB. Я также им планирую заряжать смартфоны либо планшеты. А теперь давайте покажу другие модули, которые нам понадобятся. Основой нашего шпионского радиомикрофона является вот такой вот миниатюрный FM модуль. Данный модуль работает на частотах от 86 до 107 МГц. Регулировка частоты производится верхним подстроечным конденсатором. Данный модуль оснащен высокочувствительным микрофоном. Также имеет дополнительный каскад ВЧ усиления, выполнен на вот этом транзисторе, что повышает радиус действия передатчика. Следующее, что нам понадобится, это так называемый модуль AC/DC. Сюда мы подключаем переменное напряжение сети 220 вольт, а с этих выводов получаем постоянное напряжение 5 вольт. Далее нам понадобится аккумулятор. В моем случае я использую аккумулятор напряжением 3,7 вольт и емкостью 1000 мАч. Данный аккумулятор я подбирал по габаритам, чтобы он помещался в корпус от блока питания. Для заряда аккумуляторной батареи я буду использовать такой вот контроллер. И еще нам понадобится вот такой вот миниатюрный ползунковый переключатель. Им я планирую включать и выключать радиомикрофон. На данном рисунке я изобразил структурную схему своего радиопередатчика. Здесь, я думаю, все предельно ясно. Модуль AC/DC, модуль заряда аккумулятора, сам аккумулятор, ползунковый переключатель и FM модуль. В качестве внешней антенны я буду использовать шнур питания. А для того, чтобы разделить низкочастотную и высокочастотную составляющую, подберу конденсатор C1. И теперь давайте приступим к самому интересному, это к сборке и испытаниям. Подключил радиомикрофон к источнику питания. В качестве антенны использую такой вот небольшой кусок провода. Повторюсь, что в итоге у нас антенной будет служить провод от блока питания, но это будет потом. Итак, включаем радиоприемник, частота 100 МГц. И вращая
верхний подстроечный конденсатор, добиваемся устойчивой генерации. Инструмент у меня металлический, конечно, он будет свои огрехи вносить в настройку. Вот отлично у нас сигнал появился. Сейчас более точно настроим. Обычная зубочистка. Подточил я один конец и теперь попробуем ей покрутить. Ну, как вы видите, частота не 100 МГц ровно, а 99,55. Ну, генерация стабильная. Раз, два, три, раз, два, три. Мы слышим передачу моего голоса, радиоприемник, соответственно. Так, сейчас я допаиваю антенну, собираю это все в корпус. И вот в итоге что у меня получилось. Ничем не примечательный блок питания. Он полностью функционирует. Когда мы включаем, светится зеленый светодиод. Он заряжает смартфон. Появилась зарядка. И в то же время он служит шпионским радиомикрофоном. Включаем мы приемник. Включаем радиопередатчик. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Полностью идет передача. Раз, два, три. Большие помехи, потому что рядом расположены приемник и передатчик. Ну, в итоге вот такая вот конструкция. Также он работает, когда подключен к сети. Немного идет помехи 50 Гц, ну, от сети общего пользования. Также заряжает смартфоны. Вот такой вот звук появился. Ну, все работает. Ну, пожалуй, на этом все. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересных видео. Кстати, когда я покупал данные модули с AliExpress, я заказывал их через кэшбэк-сервис Letyshops. Также рекомендую вам зарегистрироваться в Letyshops, чтобы в будущем экономить на интернет-покупках. Спасибо вам за внимание. Всем пока.